Вот здесь в PySystem Explorer находятся шаблоны для создания событий Event Frames. Мы создаем событие, например, смену, и указываем, какие параметры мы будем отслеживать внутри этого события. В данном случае у меня 4 параметра. И эти события у тебя создаются автоматически? Да, автоматически, согласно параметрам, заданным мной в шаблоне в элементе «Бумага». Вон там. То есть я говорю, что хочу задать правило для элемента «Бумага», по которому для каждой смены будет создаваться событие. Потом я открываю свой отчет в Excel. Я отвечаю за производственный процесс, соответственно, одна из моих основных задач – максимально повысить производительность каждой рабочей смены. У меня здесь есть отчет в Excel, который формируется по данным PySystem. Все данные в отчете выводятся на конкретную дату в разрезе рабочей смены. Если ты импортируешь в Excel данные с PySystem, значит ты используешь PyDataLink? Точно! Ну хватит уже. В общем, все, что мне нужно сделать, это изменить одну цифру здесь, и все данные в таблице обновятся. Вот, например, я отображаю данные за последние 3 дня, но обычно меня интересует последняя неделя. Ввожу запрос в Excel «Последние 7 дней». Вот и все, отчет готов. Тут можно сравнивать производительность рабочих смен в разные периоды, а затем посмотреть, что конкретно происходило в какой-либо период, что было хорошо, над чем еще следует поработать. То есть это и есть твоя работа? Изменить одну цифру в Excel и составить отчет? Ну, сейчас уже да. Раньше приходилось ждать конца недели, чтобы собрать все отчеты. С каждой рабочей смены приходило 20 отчетов или больше. А затем мне нужно было свести все в одну таблицу, сформировать единый отчет, все перепроверить и отправить его по электронной почте. Ты, видимо, настрадался. Да, это занимало у меня не 1 час. Ведь еще надо было проверить, не дай бог, где ошибка. А сейчас все данные уже готовы. Я просто нажимаю пару кнопок, и все данные в моей таблице обновляются. Так как ты делаешь сравнения по разным рабочим сменам? Помнишь наш техпроцесс в CarSight? Помню, да. Вот у меня рабочие смены в динамике по времени, точнее показатели производительности каждой смены. Настраивая Event Frames, мы просто выделяли участки. Вот эта смена, вот это тоже смена, то есть одно событие. Это по сути вот эта конкретная часть техпроцесса. И я могу без проблем сравнить все эти отдельные участки друг с другом в своей таблице. Каждый из этих столбцов и есть рабочая смена. Все очень просто. Слушай, а давай ты создашь события, отслеживающие количество вырабатываемого пара для каждой из турбин. И так в следующий раз, когда пойдет что-то не так, ты сможешь понять, когда все началось, когда закончилось, каковы последствия для работы паровой турбины, и больше не повторится наша с тобой пятничная история. Да уж, Event Frames вообще применимы для разных задач. Можно отслеживать производительность по сменам и показатели работы паровых турбин и многое другое. Надо же, у нас PySystem установлено совсем недавно, а ты уже сколькому научился? Ну так я же прошел обучающие курсы OSIsoft. Да, у них отличные курсы по всем их продуктам. Мы планируем обучить всех наших сотрудников. Им это определенно не повредит. Нет, я не могу на это смотреть. Кто-нибудь остановите его.